Солдаты современности. Продолжение. Автор старый Ирвин Эллисон. Обучать значит вдвойне учиться. Детям нужны не поучения, а примеры. Жозеф Жобер. Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники. Томас Фуллер. Тот учитель хорош, чьи слова не расходятся с делом. Катон старший. На следующий день, как я и ждал, меня вызвали директору. О да, тут я развлекусь на славу. Дорогой Осип Полтавский, папа непутевого сынка. Думал, я не знаю, что никакой он тебе не дядя, а отец. И последствия, если что, очень сильно будут аукаться. «Андрей Андреевич, нам нужно поговорить», — сказал, фальшиво улыбаясь, упомянутый фрукт, лысеющий с перегаром от дорогого армянского коньяка. Типовой хозяин жизни, ха-ха. БГ пел про молодую шпану, что сотрет таких вот хозяев. Пророчески пел. Хотите передать мне дела учеников, которые вы забыли? Спросил я, зная, о чем пойдет речь. Он запнулся, передумав доставать коньяк и наливать его мне, вспотел. Нет, речь пойдет о компромате. Сын сказал мне, как вы построили класс, и про закладки, которые вы ему показали, и про тех двух потаскух малолетних. Знаете, я их сутенер, и денег отмазаться у меня полно. Так что предлагаю сдать компромат и катиться вон к ядрене фени. Или работать на меня по-хорошему. Последнее доброе слово, которое вы от меня слышите. Ясно? Последнее он пролаял, что мне очень помогло. Прямо так сходу угрожаете? И что ж за работа будет? Невинно спросил я. Бобер помойный, ты хлебальник разеваешь и угрожаешь. Да у тебя бизнес по швам трещит. И завуч вот-вот подсадит, а я в этом помогу, сделав компромат, чтоб знала, кто тут командует. Вы серьезно, Андрей Андреевич? Не думал, что вы так быстро растаете. Можно и договориться. Будете распространять и искать клиентов на улице Бассейной. Там есть люди, а одного человека можно и заткнуть. Так что думайте, прежде чем сказать мне согласие или отказ. О ваших делах и без меня есть кому рассказать. До кого вы не достанете, и мое устранение с работы или попадение под машину еще больше выбьет из-под вас кресла. Могу забыть ваше хамство и сказать, кто это сделает. Но вы и так знаете. Хорошо знаете, по глазам вижу. Кто знает? Фальшиво спросил директор. Слышь, клоп диванный, говорю я, ты мне Фаньку не валяй, понял? На твое место метит не только завуч, но и многие другие. И про тебя знает полгорода. В злачных местах идиота кусок. Думаешь, ты хозяин жизни, и у тебя все схвачено? Да, сынок,
твой старший тебя придушит во сне, благо желающих это сделать для него и так полно. И в органах тоже есть кому за твой счет звездочек на погоны нацепить и внеочередной отпуск с премией получить. Точка-то по зельям ничего так. Лысый идиот, у меня записей на тебя хватит, чтоб тебя петушили на зоне до конца твоих дней. И я сам приплачу кому надо, чтоб сынку видео твоего опускания присылали с однократным просмотром. И твои угрозы у меня записаны только что. Так вот, слушай внимательно. Молча и внимательно, понял? Понял, сказал директор. А сам думал, как убить меня или покалечить, чтоб, типа, сам помер, воровато глядя по углам и пытаясь не потерять лицо. И завучу надо проучить как надо, чтобы боялся начальства. Что поняли? Вам не мешать, по-солдатски отчеканил директор. Хорошо, будут проблемы, сука, ты понял, что с тобой будет? Не будет. Богом клянусь, проблеял директор. Когда я пошел в класс, все сидели как овечки. Отвечали урок. Получили 5. Все дневники сдавали как надо. Мне ж понравилось, я стал задавать расширенные вопросы. Власти хотели декабристы, это явно, но что такое власть, Козельский? Управление людьми. Хорошо или плохо желать власти? Плохо. Опять плохо, Козельский. Пол ответа, говорю я, и начал на доске писать. Один человек хочет власти, для этого он делает свою контору. Команду лучше других, тренирует и готовит, помогает им стать единым целым. Из кожи вон лезет, а добивается лучших результатов от своих подчиненных. По итогу его люди становятся лучшими, сами руководят, лучше всех работают. Плох наш властолюбец или хорош? Хорош, Андрей Андреевич. Второй пытается подсадить другого. Благо подсадить можно любого, абсолютно любого. Делает гадости ему и его людям, обманывает в мотивах, обкрадывает и третирует своих, пугая и угрожая без награды. Хорош или плох? Про подсаживание любого я выделил голосом. Полтавские и 2 панельные дернулись откровенно, так ему надо. Плохо, Андрей Андреевич. Правильно, что сразу так не ответили. Не знали, в себе не уверены? Думал, что власть всегда портит и развращает. Портит она лишь слабых, Козельский. Кто знает, чего хочет, ничем не испортится. Запомните и запишите. Все портятся лишь те, кто не имеет цели. «Как это связано с историей, Андрей Андреевич?» – спросил тихоня Васильев. «Ага, решил занять место потерявшего уверенность в себе старосты, публично выпендрившись. Понятно, какие вы друг друга товарищи. Ну и класс, зверь и шимпанзе в одежде. А как понять историю, не понимая людских мотивов?» – спросил я сделанным изумлением. Или оклад по декабристам этому не научил? Про Каховского говорили, с соловьем заливались. Плохо предмет, знаете, вижу. Что ж, 7-недельное задание. Подготовить информацию по всем дворцовым переворотам. Благо вы должны были сдать эту тему неделю назад до моего назначения. И потому не будете испытывать трудности в ней.
Васильев побледнел, зная, как его отлупят все за неудачу. А уж Полтавский. А вам, Васильев, индивидуальное задание. Психология переворотов и свержение монархов в историческом контексте, как иллюстрация причин неудачи декабристов с презентацией. И еще, участникам Олимпиады с 9 В назначаю вас и Полтавского с Коровьиной и Захаровой, ясно? Да, Андрей Андреевич, проблеял тот, попал так попал. Но для власти нужны тренированные, вооруженные мужчины и единый коллектив, Андрей Андреевич, сказал Петров. Отличник. Верно, подумал я. Проверю-ка я ваше единство скоро. Вот остановитесь одним из них. И все вы тоже, рявкнул я. Хотите власти? Становитесь лучшими из лучших. Вам личное задание, презентация по психологии боевого братства во времена декабристов и кратко психология единства коллектива в целом. Будет сделано, Андрей Андреевич, ответил мне ученик. Инициатива сделал их свежее всех их, дисциплинировавшие начало. Это святое, если делает подвижнее в жизни. Урок окончился как обычно, но внезапно я увидел, как трое потных двоечника из 9 В окружили моего ученика. Вот совпадение. Васильева и били без остановления внешних следов. Кидали друг другу как мячик. Так, надо вмешаться. «Класс!» — сказал я погромче. Не успевшие уйти подошли. «Что творим? Почему чужие бьют вашего? Что это такое?» — спросил я, глядя на пытавшихся убежать забияк. Но их уже окружили мои подопечные. О, еще и повесили мы на скотч бумажку туалетную. Надпись в адрес 9 Б класса не оставляла сомнений, что такое длится давно. Дальше метелили тех троих всем классом, жажда отомстить за своего конкурента, посмевшим обидеть ихнего, которого только они бить могут, победила прежние разногласия. И я спокойно ушел домой после. Благо тех троих обезьян на ученика втихаря натравил я, что сфоткал их за употреблением некоторых средств через шприц в туалете и пообещал не сдавать родителям. Теперь я знал, что класс друг за друга перед чужаками горой и за неуспеваемость сами друг друга пиздят. Ибо это азы психологии общины. Своих боятся больше, чем чужих, значит. Что за косяки свои накажут и могут даже изгнать, а без своих ты никто и звать никак. Раздолбаи стали солдатами одного отряда, лучшими из лучших. Ничего не делали без коллектива, общие развлечения, мероприятия и личная жизнь тоже, кстати, чужаков к себе ни-ни. К слову, случилось еще одно забавное нечто. Меня пытались безуспешно зарезать на улице двое бугаев непонятного облика. А через неделю на законных основаниях завуч скинул директора и отправил в качестве жертвы и свидетелей его дел прямиком на нары. Но к моим советам, подкрепленным компроматом, прислушивался стопроцентно. Школа стала лучшей в городе, а мои премии с женой едва успевали считать.